Добрый день, дорогие тельцы! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на осень 2025 года. Да, дорогие, присаживайтесь поудобнее. Будем планировать с вами октябрь, ноябрь и декабрь. Астрономическая осень у нас уже началась 22 сентября и закончится 21 декабря. Да, ребят, нас ждут по интенсивности 3 интересных месяца. Конечно же, я забегу вперед. Мы спланируем не только астрономическую осень, но еще и до конца 2025 год. Конечно же, я буду убегать вперед и в февраль, и в март 2026 года, потому что нас там ждет коридор затмений, который очень даже важен будет для нас, для всех. Плюс, конечно же, я забегу в весну и в лето 2026 года, потому что те события, которые с нами происходят сейчас, как раз-таки будут раскрываться еще сильнее и интереснее. Вот те моменты времени, которые я только что озвучила. И да, дорогие тельцы, это гороскоп подекадный, поэтому я буду раскладывать события, какое есть на небе, как оно влияет на каждую декаду тельцов. Поэтому приготовьтесь для себя брать нужную информацию. Вы можете смотреть этот гороскоп по Солнцу. Я точно так же знаю, что здесь есть те, у кого и Солнце в Тельце, и асцендент в другой декаде Тельца. Поэтому это видео для вас будет очень удобно. Если вы смотрите по Солнцу, вы Телец первой декады, если вы родились в апреле, еще такой активный, мощный, пробивной, огненный, Овном еще заряжены, потому что там еще личные планеты есть в Овне, поэтому энергия такая более дерзкая. Тельцы второй декады, если вы родились с 1 по 10 мая. Не хочу сказать, что другие представители знака Тельца, они какие-то не такие тельцы, но здесь прям такая тельцовская энергия. Иногда может уводить в лень, иногда наоборот желание стабильности. То есть все зависит от того, как вы проживаете свое настроение. Тельцы второй декады. Тельцы третьей декады, если вы родились с 11 мая и до знака зодиака Близнецы. Почему говорю так? Потому что каждый год Солнце меняет знак в совершенно разный день. Поэтому в каких-то интернет-источниках вы можете видеть разные даты Тельца. Понимаете, я о чем говорю? Поэтому пишите свою дату, время и место рождения, и я в программе у себя посмотрю именно на ваши данные, телец вы или вы уже близнецы. И такое тоже бывает. Да, ребят, если вы смотрите по асценденту, тогда 30 градусов тельца делите на 3 равных отрезка для того, чтобы понимать, в какую декаду попал ваше положение асцендента. Если с 1 по 10 градус, то это первая декада Тельца по асценденту. Если с 11 по 20, это вторая декада. Если с 21 по 30 попала ваша отметка асцендент, значит ваш асцендент в третьей декаде Тельца. Ну что, готовы? Я надеюсь, налили себе что-нибудь вкусненькое. Сейчас буду рассказывать. Кстати, напишите, как прошел ваш коридор затмений, как вы его прожили в сентябре, насколько он был для вас эмоциональным, насколько он был для вас сложным, необычным, потому что на самом-то деле для каждой декады тельцов это такой момент по-разному проигрывался. Очень, конечно, сильно завершали свои кармические вопросики тельцы третьей декады, потому что по финалу коридора затмений у нас кармические узлы перешли во вторую декаду оси рыбы дева, а значит сейчас тельцы второй декады сейчас до середины января 2026 года будут проживать как раз-таки те самые вопросики, задачи. Кто я? Какое мое самоопределение? Какие мои задачи по жизни? Насколько я сильно и ярко себя чувствую? Насколько я счастлив в этой жизни, достаточно ли мне того, что у меня есть, или мне хотелось бы другого, нравится, не нравится. Основная такая тельцовская история. Знаете, что управитель у всех тельцов – это Венера, и другого управителя нет. Да, тельцы первой декады, там еще за счет личных планет, овновское такое начало настроения. У тельцов третьей декады там планета уже, как правило, в близнецы ушли, больше легкости, желание что-то менять делать. Тельцы второй декады, как правило, есть всегда исключения в каждом годе, понимаете?
И тельцы второй декады, как правило, более приземленные, более стабильные, основываются на своем мнении, основываются на опыте. То есть и здесь такое ощущение самоопределения и сложности что-то менять. Понимаете, я о чем? Но кармические вопросики, которые будут как раз-таки этой осенью у тельцов второй декады случаться, и каждое полнолуние, каждое новолуние будет каким-то таким моментом триггерным для тельцов второй декады. Этого не стоит бояться. Это лишь нужно понимать, что если у вас чего-то в жизни нет, значит вы либо этим не занимались, упустили этот момент, для вас как-то это было неважно, и сейчас вы поняли, до чего-то дошли, до чего-то созрели. И это нормально, ребята. Мы каждый приходим к решению своих каких-то вопросов в определенный период времени. Что сказать про тельцов первой и третьей декады? Сейчас расскажу про тельцов третьей декады, потому что у вас, ребята, конечно же, сейчас с окончанием коридора затмений Лилит перешла в третью декаду Скорпиона, а значит делает оппозицию к солнцам тельцов третьей декады. Здесь, конечно же, эта осень у вас будет по праву сильная, она будет мощная. В каких-то моментах она будет сложная, но здесь нужно придерживаться, конечно же, моментов приземленности. Сейчас так и расскажу в целом и в общем, а потом буду каждый месяц прям-таки про те события, когда лучше, куда лучше, где направить свою энергию, понимаете, да? Ну и в конце, конечно же, итог и финал для каждой декады. И да, чтобы вас не пугали изменения, которые к вам вернутся, да, тельцы третьей декады, что с 8 ноября Уран из знака Близнецов снова вернется в знак Тельца. И помните, дорогие тельцы третьей декады, особенно те, кто, ну, здесь еще можно декаду напополам разделить, да, чтобы было прям совпадение с гороскопом точное. Вот последний 3 денечка знака зодиака Тельца, да, то есть вы прям очень сильно почувствуете резкий всплеск изменений. Это финальная петля Урана. И Уран пробудет в знаке Тельца с 8 ноября по 26 апреля 2026 года. Это для тельцов третьей декады, кто близко рожден к близнецам. Не потому, что там вы люди плохие. Уран – это обнуление, изменение, либо же наоборот резкий всплеск, рост вперед, если вы уже в прошлом году поняли всю вот эту историю с Ураном, когда резкие изменения, поиски новой работы, новый круг общения. У каждого-то может по-разному проиграться этот момент, понимаете? Солнце светит. Нам хотелось бы, чтобы солнце светило всем одинаково, но мы здесь все с разным, как минимум, уровнем образования, уровнем восприятия, уровнем жизни. То, что мы идем все здесь в одну сторону, это понятно, потому что мы смотрим гороскоп, мы хотим спланировать свое время, чтобы не распыляться на какие-то моменты, которых нам в принципе не получится сделать. Но я хочу сказать, что у тельцов третьей декады очень хорошая история, ребят, приземленная история к приобретению недвижимости, к поиску стабильной работы, творческое начало, поездки, переезды, иммиграция в том числе. То есть здесь история становления бизнеса, да, работа хорошего, классного, потрясающего заработка, да, масштабу своей личности, да. То есть здесь, если вы сидите и стесняетесь, получается плохо. Плюсом еще 22 октября Нептун возвращается в третью декаду рыб и будет тоже делать потрясающий аспект тельцам третьей декады. Поэтому здесь, дорогие мои, смотрите, у вас движение только вперед, и пусть вас не пугает период времени с 8 ноября по 26 апреля. Это в вашей жизни меняется то, что давным-давно должно было поменяться. Вы знаете, как-то было жалко. Идем дальше. Тельцы первой декады. Ребята, я вам не скажу, что у вас история будет такая, знаете, очень, очень сложная. Вот мне сейчас, она очень схожа со скорпионами как раз-таки первой декады, да, с водолеями первой декады. Почему? Потому что там есть аспект Плутона. Плутон заставляет проявлять себя. Плутон заставляет делать. То есть это планета больших денег, больших трансформаций, либо же больших кризисов, когда мы считаем, что мы предельно максимально правы, когда мы считаем, что нас незаслуженно не хвалят, не поднимают, не замечают, не платят нам денег. Плутон пришел для того, чтобы не всех победить, да, навести свой порядок. Плутон пришел для того, чтобы сделать из вас личность. То есть мне вот сейчас показывают вот здесь в программке, что есть транзит.
это квадратура Плутона к Тельцам первой декады. Вопрос, разрушится ли ваша жизнь? Ваша жизнь разрушится, если вы будете ругаться и скандалить. Факт, факт. Будут ли в вашей жизни изменения, все будет зависеть от вас. Потому что хочу сказать, что не все астрологи любят говорить про напряженные аспекты. Напряженные аспекты в прямом смысле. У нас есть гармоничный и напряженный. Гармоничные аспекты, когда мы начинаем что-то делать, и у нас получается, у нас есть для этого настроение. Напряженные аспекты– это когда мы напрягаемся, и потом у нас получается, и нам это нравится, и мы говорим, вот это мы могли, вот сейчас мы просто непобедимы. И, как правило, на напряженных аспектах после этого периода человек может сделать все, что угодно, построить бизнес, заработать денег, потому что Плутон это на самом-то деле новый уровень. Если вы смотрели название этого видео, заметили, то там я прям так и написала «новый уровень», потому что если сейчас пасовать, волноваться, рыдать и страдать, то получится история не мотивационная, а на самом-то деле здесь должно у вас получиться свой личный подъем. Особенно если у вас в других методах прогноза, кроме как транзита, вы должны подняться. Но рассказываю вам такую мудрость, которую не очень-то любят все верить и говорят, ну почему вот нас сейчас жизнь не любит? Нет, у вас сейчас жизнь наоборот любит для того, чтобы поднять, потому что тельцы первой декады, скажите себе честно, какую жизнь вы хотите иметь. Ну так вот, я прекрасно таки понимаю, для чего вы рождены и какую жизнь вы хотите иметь. Вы хотите иметь мощную, основательную и красивую и интересную жизнь при деньгах, в хорошем комфорте, влиять на обстоятельствах, потому что Плутон– это аспект как раз-таки влиятельный. Поэтому вам нужно стать фактически Плутоном, понять свою внутреннюю силу и начать влиять на обстоятельства. Вместо того, чтобы переживать, нужно наоборот идти, строить бизнес, да, мощные цели идти вперед, да, сейчас вы меня спросите, а что там по личной жизни? При наличии личных аспектов, да, пишите в комментариях свою дату, время, место рождения и ваш вопрос. Сейчас в общей транзитной карты, дорогие тельцы первой декады, я, например, не могу вам сказать, потому что у меня не сложен аспект для тельцов первой декады, например, рожать детей. То есть это будет история, ну, хочется же вот это, чтобы была гармоничная, приятная, теплая обстановка и расслабленная, но она будет напряженной. Захочется ли вам в напряженной истории рожать детей? И я хочу сказать, что есть и такие ситуации, когда беременность не бывает такая легкая и простая, но здесь прекрасно по обстоятельствам каждая женщина понимает, что нужно просто иметь внутреннюю силу, чтобы этот момент прожить, иметь силу воли для того, чтобы в этих обстоятельствах как раз-таки выстоять, да, и получается очень хорошо по итогу, потому что нет такого замысла у планету в жизни, чтобы специально нас разрушают. Нет. Этот транзит говорит о том, что нужно становиться сильнее, нужно трансформироваться над обстоятельствами, потому что мы вступаем в 2026 год, ребята. И хочу сказать, что у тельцов первой декады вопросики кармические начнут спрашивать как раз-таки с января 2026 года. На коридор затмений февральский, который у нас будет с 17 по 3 марта 2026, очень хорошо будут стоять, открываться вопросики у тельцов первой декады, и там вы уже будете мне писать, дорогие, что почему это я осенью смолодушничал, почему я не иду туда, куда мне хочется, почему вот этот страх, боязнь, фобии и переживания, почему очень сильно эта история раскроется с фобиями, переживаниями в ноябре у всех вообще тельцов, да, потому что там Лилит становится в соединении с Венерой, понимаете, мои дорогие. Поэтому здесь основной такой мощный план на эту осень для всех декад тельцов, да, это убрать свои страхи. Мы берем вот такую потрясающую книжечку, блокнотик и записываем свои страхи, свои переживания. Почему мы не идем вперед, почему мы боимся, почему останавливается наше дело жизни, почему в отношениях у нас не клеится, почему мы недовольны, не согласны с тем, что у нас есть.
потому что вы хотите большего. Сразу так быстренько вот вам скажу, да, чтобы не тратить ваше драгоценное время, что вы хотите большего. И Плутон-то сейчас в квадратуре. Плутон – это планета максималистов, когда в прямом смысле происходит обстоятельство, и вы говорите, что вам чего-то не хватает, нужно больше усилий приложить для того, чтобы получить тот самый уровень жизни и комфорта, который вы хотите. И это уже нужно просто принять. У нас финальная петля для многих планет этой осенью. Финал всей вот этой осенней истории у нас будет зимой 2026 года. И у меня уже даже название для этого видео есть. Это финал, ребята, это правда. Насколько мы будем сами сильны над обстоятельствами, это я говорю тельцам первой и второй и третьей декады. И я знаю, что этот гороскоп будет неоднозначный, без розовых таких, знаете, цветочков, какие любят говорить многие астрологи, потому что если ты преподносишь информацию честно, то она не заходит, а заходит в легкости, заходит на хайпе, заходит вот я хочу вот это прямо сейчас. Бывает очень часто мне пишут, я хочу вот это прямо сейчас делать. Я говорю, а что у вас есть, какая база у вас есть для этого? А что нужна какая-то база? Я говорю, для того, чтобы построить бизнес, нужны знания, компетенции. Ой, да ладно, многие делают не так. Это бизнесы, которые однодневки. А если вы хотите иметь какую-то экспертную деятельность, это очень важная история вообще для всех тельцов, которая начнет потрясающе работать, между прочим, с июня 2026 года, когда Юпитер поменяет знак, войдет в знак Льва, и просто целый год с лета 2026 до лета 2027 года будет просто прокатываться по всем тельцам в квадратуре. То есть там будет максимальный момент поднятия вашей экспертной деятельности, да, то есть всех ваших возможностей, связанных с юпитерианской сферой, это экспертность, это знания, это переезды, поездки, улучшение качества жизни, комфорта, сюда же беременность можно, сюда же можно и брак, семью, стабильность в том числе, да, но там у вас это будет в положительном ключе развиваться или в напряженном, потому что там будет квадратура идти. Понимаете, я о чем говорю, ребят? Но я всегда за то, чтобы из минуса сделать плюс. И это будет касаться всех тельцов. Но давайте вернемся в этот октябрь, потому что этот октябрь у нас будет такая дорожка, взлетная полоса, хочу сказать, для этой осени. Максимально события начнут у нас у всех развиваться с 20-х чисел октября. И там только в рост, только вперед. Я не хочу сказать, что какой-то декаде не повезет меньше, просто обстоятельства будут сложнее. И каждому свое в данном отрезке времени. Понимаете, я о чем я говорю? Поэтому не судите, что если я какую-то информацию хорошую, например, говорю для одной декады, что я не люблю вторую декаду. Ребята, да, вообще абсолютно нет, понимаете? В моих же интересах, чтобы у вас все сложилось хорошо, и тогда у вас будет мотивация идти вперед. А она должна быть. И да, у нас финальные аккорды сентября. Хочу сказать, что переходная неделя, если вы смотрели мой недельный гороскоп, переходная неделя, но очень важная неделя для тельцов. Очень важная неделя для тельцов, потому что в начале октября Венера будет в соединении с южным кармическим узлом. Очень хорошо пересмотреть свои траты, свои расходы. Венера в Деве, приземленный знак, в соединении с южным кармическим узлом, пересмотреть и отказаться от ненужных трат. То, что тянет вас вниз, то, чем вы по итогу недовольны, потому что если вы высвободите определенную сумму своих финансов, то вы можете ее направить туда, куда вам хочется на самом-то деле. И я не скажу, что это плохо. Многие пересмотрят свои любовные отношения. Это тоже очень хорошая история. Я вам очень сильно советую, ребята, это сделать. Да? Посмотрите, внесите ясность в свои отношения, любовь, переживания. Поговорите со своей второй половинкой. Это очень важная история. И с октября, это я сейчас всем тельцам говорю, да, и вторая неделя октября пойдет уже в таком основательном ключе. У вас, во-первых, появится мотивация, у вас появится четкое осознание и понимание, что же вам нужно. Опять же, это я всем декадам Тельца говорю, потому что у нас после того, как Венера откатится от кармического узла, она станет в оппозицию с Сатурном и в оппозицию с Нептуном. Сатурн дает нам резкое желание иметь фундамент, иметь свою недвижимость, иметь средства
которые к нам приходят для постоянного поддержания качества своей жизни, здоровья. То есть и здесь кому-то захочется замуж, брак, и это очень хорошая история. Также здесь есть оппозиция с Нептуном, которая может давать иллюзорные моменты. Либо же наоборот вы побоитесь всех этих фундаментальных вещей, потому что Сатурн про стабильность, Нептун дает иллюзий, романтизма. И здесь нужно таки прям на себя посмотреть, на свою жизнь, что в вашей жизни на настоящий момент есть и куда вы вообще в принципе идете. Свой уровень стабильности, что же вам надо. На чаше весов будет стабильность, любовь, романтизм. Выберите нечто посередине, потому что вы прекрасно знаете, что любовь это хорошо, но когда вам нечего поесть, это так себе история. И точно так же, когда у вас есть роскошь, что все-таки теплые обнимашки вам бы хотелось иметь и доверительные отношения, потому что Тельцы – это тот знак зодиака, который очень тяжело прощается в отношениях, который тяжело выходит из отношений. Телец – это тот, кто до последнего выбирает любовь и обнимашки ценой «я буду пахать, я буду трудиться, я буду что-то делать, но лишь бы сохранить эти отношения». Но опять же, тельцы тельцам рознь, да, то есть это общая такая картина, психология тельца. Но если в вашей натальной карте бушует уран, то тогда вы легко выходите из отношений, особенно напряженный уран. Тогда вам сложно, наоборот, построить долгосрочные связи и контакты. И тогда, скорее всего, ваша профессиональная деятельность тоже претерпевает резких изменений, потому что умение строить отношения в браке 100% влияют на нашу публичность, на нашу работу, на наши договорные отношения любые, да. Поэтому это такой, наша вторая половинка, наш бесплатный тренажер, где мы проживаем все наши взаимодействия, которые происходят у нас в обществе, да. Идем дальше. У нас 6 октября, дорогие, полнолуние в Овне. Полнолуние в Овне. Я не скажу, что какой-то такой, знаете, очень плохой день. День активный, день напряженный. Все зависит от того, будете ли вы агрессировать или наводить компромисс в своих делах, потому что сейчас на данный момент полнолуние, Меркурий в квадратуре с Плутоном. И эта история очень сильно работает у тельцов первой декады. Здесь хорошие сделки, финансовые возможности. Не отступайте от своего. И да, первую неделю октября у нас еще Меркурий был в квадратуре с Юпитером. И это тоже история в первую неделю октября. Вот сейчас не нужно уходить в какой-то юридический резонанс, не создавать себе проблем. Просто поднимайте свои компетенции, договаривайтесь на уровне. А вот уже с полнолуния как раз-таки самый момент хороший. Или вот прям к полнолунию выход на сделки, на хорошие сделки. Момент такой удержать свое, поднять хватку, мотивацию. То есть здесь проявить свою внутреннюю силу очень хорошо. История, которая у тельцов второй декады, момент компромисса, момент выбора своего пути, про что вы в любовных отношениях, в отношениях договорных в том числе, в рабочих отношениях, да, потому что Венера выходит в знак весы, а это мастер дипломатии и мастер коммуникации. И здесь таки очень сильно нужно понимать, дорогие тельцы, второй декады, на каком уровне вы будете идти вперед, вверх, в развитие, да. То есть и здесь таки нужно очень сильно это понимать. Захочется конкурировать, захочется выплескивать агрессию. Марс, потому что в Скорпионе в оппозицию делает Солнцу Тельцов второй декады, поэтому здесь, ребята, пустите все силы на продуктивность, на плодотворное освоение своих границ в отношениях, в бизнесе, в работе, вообще на понимание своего «я», кто я. Агрессия ничего хорошего не даст, а как раз-таки мотивация действия вперед очень даже хорошо. Тельцы третьей декады. Ребят, хочу сказать, что у вас очень хороший момент времени для того, чтобы как раз-таки вот в это полнолуние в любовных отношениях гуляние, свидание, романтизм. Здесь как раз-таки можно назначать памятные даты классные для праздников, для мероприятий, то есть проводить время вместе. Но опять же, отношения, которые
у вас будут в любви, это будут ситуации, которые будут заставлять вас раскрывать свою душу, бороться со своими страхами, выходить на новый уровень коммуникации в отношениях в том числе. И я не хочу сказать, что это плохо. То есть здесь таки нужно прямо понимать, вы откроете через свои отношения, вы откроете тот уровень масштаба личности, которым вы хотите стать. То есть у тельцов третья декада, несмотря на подходящий уран, возвращающийся в знак Тельца, очень много аспектов на движение вперед, на мощные такие. Тем более, пока Юпитер в третьей декаде Рака, да, он у нас с 11 ноября покатится в ретроградное движение, но он в третьей декаде Рака и делает потрясающий аспект Тельцам третьей декады. Поэтому, ребята, та самая удача, про которую вы мне говорите, хотите, да, чтобы у вас как-то получалось и в работе шло, и деньги шли, и клиенты те самые люди, и проекты, и вот это вот все прекрасно. Вы с этим совсем справитесь. И переезд, и иммиграция, и овладение новых знаний, иностранных языков, командировки. Это тоже у вас все может быть. Там, выход замуж, женитьба, свадьбы, праздники. Тоже все это у вас может быть, если вы, если. Потому что все это добро находится в благоприятных аспектах к Лилит. А Лилит – это наши страхи, это наши переживания. Мы боимся, что нас не поддержат. Мы боимся своих каких-то больших денег. А у вас в прямом смысле тельцы третьей декады выход на большие деньги. Понимаете, я о чем говорю? Поэтому здесь тельцы третьей декады у вас все будет, если вы со своими страхами как раз-таки разберетесь. Идем дальше. Следующее событие 14 октября у нас на небе Плутон выходит из ретроградного движения, то есть заканчивается вот эта работа над ошибками для тельцов первой декады, что поняли, что не поняли, где взяли мало, где смолодушничали, пошли не туда, и как хочется по-новому себя проявить. Очень хорошее на самом-то деле время. Плюс у нас на момент ухода из ретроградного движения Плутона он у нас в оппозиции с Луной. Про что, ребят? Здесь история, конечно же, внутренние противоречия будут двигать вас вперед. И это очень даже хорошо, потому что противоречия основаны на вашей реальной жизни. Что у вас сейчас в жизни есть? Что вы хотите? Потому что здесь очень много таких вопросов. Плутон в оппозиции с Луной – это отношения с женщинами, с мамами, отношения к детям. То есть здесь захочется прям-таки быстро вот с этим совсем разобраться, но посмотрите, насколько вас будут обстоятельства из колеи выбивать. Возможно, и не будут. Возможно, это будет внутреннее такое противоречие, вы с этим не согласны, но посмотрите, насколько у вас счастливая жизнь личная. Потому что она зависит от ваших отношений с мамой. Мужчина вы или женщина меня сейчас смотрите, абсолютно это не важно, да. Сколько у вас есть подруг, есть ли у вас качественная дружба, да. То есть это вопрос, связанный с этим. Какой у вас есть фундамент по жизни, недвижимость. Нас сейчас все уверяют, что жить в съемном и арендном – это классно, это модно. Но если мы сейчас будем придерживаться этой тенденции, то через 20 лет у нас будет целое поколение людей, кто остался на улице. Вопросы, которые станут как раз-таки в середине октября у тельцов, ну, вообще всех декад, а большей части это будет казаться тельцов первой декады, очень сильно у вас это, ребята, встанет. Вопросик, что вы хотите свое, и это правильный вопрос. И здесь нужно всеми способами находить лазейки для того, чтобы обзавестись своим фундаментом. Что касательно отношений, нужно прямо-таки честно себе сказать, какие у вас качественные отношения в жизни есть и почему они не такие. От вас-то зависит или нет. Естественно, мы все люди, и нам никогда не нравится слышать правду про себя, и мы хотим это на кого-то эту ответственность переложить. Но чем быстрее мы говорим себе, вот правда же мы могли в этой ситуации когда-то давно по-другому себя повести, по-другому подумать и честно поменять свое мнение. Менять свое мнение – это неплохо, это нормально, это говорит о нашей зрелости ума, что он у нас постоянно меняется. Очень часто, кстати, мы всегда меняем свое мнение, когда переезжаем, либо уезжаем в командировку, либо эмигрируем, да, то есть меняем свое постоянное место дислокации на определенный период времени, и тогда мы в прямом смысле оказываемся там без нашего привычного уклада жизни, и в нашей жизни начинает все меняться, и мы начинаем думать по-другому. И это нормально. Это очень быстрый такой способ, для многих шокирующий.
Для многих, кстати, очень шокирующе, кто не любит менять свою точку зрения. Но открою вам секрет. Поменять свою точку зрения – это не позорно, это нормально. Идем дальше. Следующие мощные события октября у нас не рассказала про вторую, про третью декаду, потому что сейчас очень много расскажу как раз-таки в 20-х числах октября про все декады. И то событие, которое я сказала, очень сильно повлияет именно на тельцов первой декады, потому что Плутон делает квадратуру только к ним, ребят, понимаете, да? Поэтому здесь без обид. Давайте инфантилизм выключим. 20 октября у нас начинает на небе складываться очень классная, потрясающая оппозиция, но она будет у нас неточная, это будет репетиция. Астрологи не любят говорить про эту оппозицию напряженную, это напряженная оппозиция. Это аспект, любят говорить про тригон. Это аспект миллионеров и миллиардеров. Если у вас Юпитер в трине с Плутоном, это очень хороший показатель. Конечно, но если у вас Юпитер в оппозиции с Плутоном, это показатель еще выше. Это денег еще больше, но, конечно, нужно напрячься. Но я знаю, что меня смотрит очень много людей взрослого поколения, которые прекрасно понимают, напрягаться, да мы всю жизнь напрягаемся. Скажите, где нужно напрячься, мы это сделаем и когда нужно это сделать, для того, чтобы наконец-таки прийти к тому уровню комфорта и жизни, который нам хочется. Ребята, говорю, что сейчас у нас с 20 октября начинается репетиция. Мы до конца ноября, начала, вот там первая неделька декабря с этим аспектом поживем. Он не точный, а точный его аспект сложится июнь и июль 2026 года. Там будет точная оппозиция. На кого будет влиять? На тельцов первой декады. Будет прямо-таки внутреннее ощущение несогласия с теми обстоятельствами, которые есть. То самое состояние взять вот просто и одним днем все переделать, сделать ситуацию как удобно и интересно вам. Поэтому я вам говорю, что если вы сейчас ее с 20 октября начнете менять, то в июне и в июле 2026 года тельцы первой декады у вас будет не то, что другой уровень, у вас будет совершенно другая жизнь. И поверьте, ну вы все прекрасно знаете, взрослые люди за один день не получается, да, из грязи в князи. Ну, если уж так вот честно, да, но за 9, за 10 месяцев можно изменить свою жизнь кардинально. И если вот сейчас таки очень много сил, хотя на самом-то деле, кто смотрел меня еще летний гороскоп, те прекрасно знают. Я говорила, что с 22 июля у нас на небе запускается мощная конфигурация, и у нас в октябре это все по-прежнему работает, и в ноябре будет точно так же работать, на заработок больших и мощных денег. У тельцов первой декады эта история работает как раз-таки через Плутон. То есть через напряжение Плутона, через ваши трансформации над своими же знаниями, компетенциями. Поверьте, вы справитесь. Если вы себе в голову положите эту историю, что вы справитесь, то у вас получится такой результат. Вы потом вернитесь в это видео и напишите мне, пожалуйста, потому что очень часто люди возвращаются и говорят, вот это классно, вот прям у меня получилось, и я не ожидал, что так можно. И это правда, ребята, так. Не все это делают. По статистике у нас вот из 100% людей 80% людей живут просто свою жизнь. Вот им ничего не надо. Это те люди, которые живут просто жизнь, там ходят на работу, там закончили образование, ходят на работу, у них семья. И вот как-то они вот так живут, им нормально. 20% людей – это те, кто постоянно недовольны, кто постоянно куда-то бегут. Это те люди, которые оставляют отзывы, делают сервис. Это те люди, которые постоянно что-то изобретают. Это бизнесмены. Это те, кто не может сидеть на месте, кого рутина убивает. И это те люди, которые готовы жить в проблемах ценой своей свободы. То есть оно у всех по-разному. Я не могу сказать, что 80% вот этих людей, они плохие. Нет, ребят, ну просто каждому свое, это нужно понимать. И вам тоже нужно понять, к какому миру вы принадлежите. И из этих 20% 13 – это те, кто несколько раз в своей жизни попробовал, не получилось и сдалось. Здесь сюда добавляем не судьба, с первого раза не получилось, значит не мое, со второго, с третьего, с пятого, десятого не получилось, значит не мое. Посмотрите, сколько у меня записанных видео на YouTube. Хочу сказать, что еще в скрытых видео, которые от 2019 года, с того момента, это только на YouTube. До этого был Инстаграм, которого нет, десятилетний, в который я психанула и обнулила под транзит Урана, понимаете? И момент того, что очень мало людей, которые
идут, идут, идут и прекрасно таки понимают, что если я создаю свой бизнес, если я создаю свой сервис, значит он кому-то нужен. Понимаете, о чем я говорю? Швея вы, пекете ли вы тортики, не знаю, учитель вы, преподаватель, да, вы обязательно найдете своих клиентов, вы обязательно построите свою жизнь. Работаете ли вы в найме или работаете ли вы на себя? И нет здесь плохого или хорошего, потому что очень много людей, кто в найме, кто устал работать на себя, кто устал отвечать за всех один, устроился на хорошую должность в найме, да, человек не один год искал эту должность, ее ждал, работает в найме и просто счастлив, живет свою прекрасную жизнь. Да, он постоянно, сервис у него постоянно какие-то странные проекты, то есть его в найме жизнь как у бизнесмена. И это тоже нормально, понимаете? И всего лишь 1-2% из вот этих 20 это те люди, кто не сдается, неважно, сколько тысяч попыток они производили. Понимаете, я о чем говорю? То есть, когда вы мне будете говорить, что мотивация, я устаюсь, я надеюсь, вы досмотрели до 35 минут это видео, для того, чтобы четко понимать, что вы не просто так досмотрели, что ваша продуктивность, ваша сила воли, духа– это не сдаваться, потому что все хотят сейчас быстрый результат. Ребят, да никогда такого не было, просто в наше время быстрый результат продается. А когда быстро не получается, выходят такие диагнозы, как пишут. Это экзистенциальный кризис, раз, потому что человек с третьей попытки не получил то, что хотелось. Это нарциссическое расстройство, когда человек очаровался, а потом пришлось разочароваться. Не допускайте это в своей жизни. Где-то иногда нужно проиграть для того, чтобы сделать потом 3 шага вперед. Понимаете, о чем? И идем дальше. Так вот, у нас с 20 октября складывается вот эта оппозиция. Влиять будет очень сильно сейчас на тельцов первой декады через Плутона, на тельцов третьей декады будет влиять через Урана, то есть через вот эти сложные моменты, которые будут заставлять обнуляться, обрушаться. То есть жизнь будет меняться. То есть вы с этой историей уже год живете, когда Уран вот проходил по последним градусам, по последней декаде Тельца, да, то есть это был 2025 начало, осень силы 2024 года, когда Уран по Тельцу шел третьей декады. Сейчас он 8 ноября тоже вернется, понимаете, да? Но хочу сказать, что он не просто вернется. Дорогие тельцы третьей декады. И как раз-таки с 23 октября Уран встанет в оппозицию с Лилит. Понимаете, я о чем говорю? То есть это история, которая нас немножечко будет заставлять бояться. Но я опять же говорю, потом, это всего лишь наши страхи. Если мы в них разбираемся, мы непобедимы. Я про то, что нужно вот взять блокнотик, выписать свои страхи. Чего вы боитесь? Боитесь быть непризнанным, боитесь не достичь того уровня комфорта, что ваши усилия все зря, или большого напряжения, что вы не справитесь. Хочу сказать вам, ребят, что нам никогда не даются в жизни те вопросы, задачи, проблемы, состояния, с которыми мы не справимся. Если мы в голове четко понимаем, что мы с этим справимся, то значит мы с этим справимся. Я вам реально говорю, мы с этим справимся. По крайней мере, вот здесь в прогнозе у меня в прямом смысле аспектов благоприятных гораздо больше. И просто знаю, что в силу усталости тельцы третьей декады от Урана, от вот этой резкой энергии, которая заставляет обнуляться, уходить с работы, расскажете мне истории, конечно же, я в них поверю, что это решают резко сократить отдел, резко фирма обанкротилась, перестали идти клиенты, дала рекламу, она пошла не так, вообще у меня теперь черный пиар, мне вообще это не то, что нужно, но при этом здесь абсолютно гармоничный Юпитер, который говорит, разбирайся в своих страхах, ты взлетишь еще больше, а вот эта шелуха, она уйдет, вот эта мишура, которая тебе дает какую-то внешнюю картинку, а наполненности нет, финансов нет, а вам-то нужен тот фундамент, который будет двигать вас вперед, те отношения в том числе, понимаете, о чем я? Тельцы второй декады. Все эти истории очень хорошо с вами работают через решение кармических вопросиков. Почему? Потому что здесь кармически, вот все это добро, которое собралось у нас к 20 числам октября, оно у нас находится, располагается в знаке Скорпиона. А Скорпион– это противоположное от Тельца.
Так вот, несмотря на эту противоположность, немножко нужно стать скорпионом. Понимаете о чем? Подумать стратегически, подумать о будущем, куда вы хотите прийти, какова ваша цель, ваша жизнь. Потому что там у нас к новому лунному циклу, новый лунный цикл у нас начинается 21 октября. Это новолуние у нас на самом-то деле в весах. То есть весь месяц нам нужно будет находить компромиссы, весь месяц нам нужно будет договариваться минимум. А у тельцов второй декады эта история связана в прямом смысле любовные отношения, эта история связана со страхами, да, со своими нереализованными амбициями, насколько вы засидели в своей жизни, насколько вы прячетесь за обстоятельства и думаете, вот вы знаете, что вам нужно сделать, вы знаете, на какие свои качества нужно прям-таки надавить для того, чтобы пойти вперед. Но вы почему-то играете вторую роль, второстепенную, отсиживаетесь на скамейке запасных. Какое можно еще слово подобрать, да, здесь? И для тельцов второй декады для вас может очень хорошо сложиться вопрос с новой работой, если вы на нее решитесь. Для вас хорошо может сложиться любовные отношения, и здесь и замуж можно выйти. Абсолютно и 100% эта история работает так, но если вы на это решитесь, если вы в своих страхах, переживаниях не разбираетесь, то есть вы свой путь не выбираете, куда вы идете, то вы можете так и остаться. То есть у меня там пишут, сейчас вот этот вопрос касается многих знаков второй декады. И меня спрашивают, а у нас что, событий никаких не будет? Ребят, события будут, если вы решите, кто вы, чего вы хотите. А когда мы не делаем вот этот внутренний выбор, когда мы говорим, я хочу жить хорошо, что мне для этого нужно? Мне для этого нужно, как минимум, жить в хорошей квартире, мне нужно для этого заработать денег. Что нужно для этого делать? Да? Мне это кто-нибудь даст, я родился с золотой ложкой или нет? Если я без золотой ложки, тогда я это делаю сам. Что мне для этого нужно? Максимально раскрыть свои качества, навыки, таланты. Если мы говорим про октябрь, это как минимум составить свое грамотное резюме. Ну, то есть по полочкам, да, рассказываю. Составить свое грамотное резюме, понять, мне хватает компетенций, навыков и нет. И, скорее всего, в конце октября у тельцов второй декады будет внутреннее противоречие, что мне опять что-то не хватает, что я вроде как шел со своим образованием сюда, и я вот как-то недостоин. Ищите там, где вы достойны, где у вас есть компетенция. А если вы решили поменять свою сферу, тогда нарабатывайте вот этот потенциал. Если же у вас внутренний вопросик того, что чтобы вам что-то нужно, вам еще нужно обучиться, освоиться и что-то новое для себя принять, ну, ребят, здесь нужно... мы живем в мире конкуренции, большой конкуренции. И чем выше уровень, на который мы поднимаемся, там конкуренция сильнее, там конкурируют сильнейшие. Вы просто понимаете и решаете для себя, на каком уровне жизни вы хотите. Это я сейчас сказала тельцы второй декады про профессиональный уровень. Говорим про личную жизнь. Что вы хотите? Любовь, обнимашки, отношения. Что вы хотите? Вопросы с иллюзиями, романтизм. Или вы хотите все вместе? Это очень много трудов. В конце, кстати, у меня есть, я прикреплю в конце этого видео ролик «Любовный гороскоп». Там я рассказала, как работает каждая планета с нами в любви, в отношениях, когда наступает определенный кризис. У нас в октябре либо будут кризисы, движения вперед в отношениях в том числе, либо у нас все будет хорошо. И здесь момент от того, насколько мы захотим развиваться, разговаривать и договариваться. Идем дальше. У нас, ребят, конечно же, здесь еще следом. 22 октября у нас Нептун из Овна вернулся в Рыбы третьей декады. Это очень сильно чувствует подъем такой мощной энергии. Тельцы третьей декады. Ребят, здесь включайте все свои вопросы, желания переездов, иммиграции, в том числе событий в личной жизни. Это тоже история очень хорошо работает с Нептуном. Брак, рождение ребеночка или зачатие тоже хорошо работает здесь. Но, опять же, уровень страхов, насколько они работают. У всех тельцов вопросики со страхами – это тот момент, в котором нужно разбираться. И идем дальше. Да, следующее событие, которое у нас, конечно же, будет, это Уран. Он не просто у нас стал в оппозицию с Лилит, Уран у нас еще стал в оппозицию с Меркурием и с Марсом. То есть к Лилит подкатились Меркурий и Марс, и это история, которая будет вызывать у нас либо наши агрессивные состояния,
либо мы конвертируем это в действие, в достигаторство, да, то есть достижение определенных вещей, которые нам в жизни нужны. Это финансовые лазейки, финансовые возможности, потому что я хочу сказать, что на небе очень много гармоничных аспектов для того, чтобы свои финансы увеличить. Если вы смотрите меня очень сильно, давно или даже недавно, хотя бы с прошлого года, то сейчас аспектов над продвижением гораздо больше, чем осенью прошлого года. Поэтому здесь я хочу сказать вам, что только дерзайте, только вперед. Здесь недвижимость, покупка автомобиля у тельцов третьей декады тоже будет, кстати. И Уран, когда становится в оппозиции с Марсом, это аспект ситуации, которые случаются очень быстро и очень резко, и мы с ними не всегда согласны, и нам они не нравятся, мы хотим их как-то обойти. Поэтому здесь будьте готовы к тому, что жизнь будет меняться очень сильно, очень резко. Во-первых, самое аккуратное правило на это время, на этот месяц начинается с октября и до конца ноября, потому что у нас в ноябре с 9 по 29 еще ретроградный Меркурий, и ретроградный Меркурий у нас будет в Стрельце, потом в Скорпионе, и опять же в соединении с Лилит. Будьте аккуратны за рулем. Будьте аккуратны за рулем, будьте аккуратны в том, что вы говорите, то, что вы делаете. Резкие неаккуратные действия могут дорого стоить. Будьте аккуратны со своими финансами, просто так их не пускайте, никуда не распыляйте, потом будет сожаление. Я за то, что вот этот новый лунный цикл с 21 октября начинать, наоборот, в притягивании финансов к себе. Это актуально для всех тельцов, всех декад. Не просто так мы в начале октября подводили итоги всех своих трат, и это потрясающее правило упражнения для того, чтобы финансы свои только масштабировать. И да, идем дальше. У нас следующее событие в ноябре – это полнолуние. 5 ноября у нас полнолуние в Тельце. Я думаю, что здесь уже у нас на самом-то деле все понятно. И полнолуние в Тельце – очень важное полнолуние для тельцов второй декады. Поэтому здесь, ребята, таки понимайте, куда же вы идете все-таки, ваши действия, ваши манипуляции, ваши истории с продвижениями. Это полнолуние запускает ряд других событий, таких как 8, ну у нас 7 вообще-то ноября начинает складываться уже точная квадратура Венеры с Плутоном и с Юпитером. То есть здесь вопрос, насколько мы максималисты. То есть это я сейчас говорю вообще всем тельцам, потому что это ваш единственный управитель, и Венера здесь будет между двух огней. То есть вот эта оппозиция, которая сложилась Юпитера и Плутона, это насколько много мы хотим заработать денег, в прямом смысле. Либо мы воюем в отношениях еще, то есть здесь Венера стала участвовать, мы воюем в отношениях за деньги. Кто-то может даже дойти до юридической истории. Юридическая история будет даваться сложно, но тоже не невозможно. Но я на такие истории смотрю только, если вы напишите свою дату, время, место рождения и ваш вопрос только по личным показаниям, чтобы дать итоговый исход события мероприятия, да, по юридическим сделкам. Здесь все зависит, конечно же, если говорить про общий прогноз, то здесь зависит от уровня стойкости каждого отдельного тельца. И, ребят, я надеюсь, это понятно, да? Но с 5 ноября полнолуние. Важный момент для всех тельцов. Уровень финансов, отношения, выигрышные ли сделки или нет. Все тельцы в этом участвуют. Максимально, все-таки хочу сказать, будет такой всплеск, который будет задевать гордыню у тельцов второй декады. Этот момент тоже будет нужен для вас, для того, чтобы принять определенные решения. Тельцы первой и третьей декады, ребята, у тельцов третьей декады Уран уже возвращается обратно. Уже прям вы чувствуете вот это волнение, прям потому что 7 числа Венера в точной квадратуре с Плутоном, с Юпитером, плюсом с 8 ноября Уран возвращается уже в Тельца до 26 апреля 2026 года, и Тельцы третьей декады, вы с Ураном, ну, идете вперед в новое, в нечто необычное, нестандартное, непривычное, да, перерабатывая, перемалывая все свои страхи, панические атаки, можно сказать, что вы будете говорить, что да, потому что аспект Урана в оппозиции с Лилит дает панические атаки. Убирайте это из головы. Панические атаки это наш вопрос будущего. То есть мы начинаем настолько паниковать, когда мы думаем
о будущем. Если мы в момент нашей паники возвращаемся в настоящее, то мы понимаем, так, у нас сейчас есть время все сделать. И вы вообще можете быть абсолютно стабильным, потому что здесь потрясающая поддержка Сатурна в гармоничном аспекте Тельцы третьей декады. Поэтому здесь паники от Урана у вас быть не должно. Понимаете, о чем я говорю? Тельцы первой декады, у вас история работает через Плутона. То есть нужно подниматься выше, брать крупные сделки, говорить, что вы сможете, и у вас все получится. 9 числа начинается у нас ретроградный Меркурий с 9 по 29. И здесь на период этого ретроградного Меркурия будьте максимально коммуникативны, будьте максимально компетентны в своих вопросах. До 19-20 ноября Меркурий ретроградный будет в знаке Стрельца. Здесь нужно быть максимально компетентными. И ситуации будут складываться так, чтобы показать нам нашу некомпетентность. Учитесь на своих ошибках. Очень хороший момент. С 20 по 29 ноября ретроградность Меркурия будет в знаке Скорпиона в соединении с Лилит. Естественно, да, нам будет казаться, что мы вообще теряем почву из-под ног, но, ребят, собираемся, это всего лишь наши страхи. И да, перед новым скачком вверх у нас всегда максимальные страхи, нам всегда максимально страшно, нам всегда кажется, что у нас жизнь уходит из-под ног. И, ребята, ну мы с этим справимся. Идем дальше. Следующее событие у нас, которое будет в этом потрясающем ноябре, это 20 ноября. Начинается новый лунный цикл, и по силе интенсивности он будет очень яркий. По принесенным проблемам в нашей жизни он будет, может сказать, что немножечко странным, да, но у нас в этом лунном цикле закончится ретроградность Сатурна 29 ноября, да, 28 ноября, 29 ноября закончится ретроградный Меркурий, у нас упустила момент 11 уходит в ретроградное движение Юпитер и будет катиться как раз-таки зимой и весной 2026 года по второй декаде рака. Тельцы второй декады, вот если сейчас, этой осенью, примете те самые решения и действия, тогда зима и весна 2026 года пройдут под потрясающим аспектом Юпитера с потрясающими плюшками и результатами в своей профессиональной деятельности и в личной жизни. Вопрос, что же вы хотите? И я, естественно, говорю вам, хотите все. Хотите все, но нужно заземлить, нужно написать себе этот план, понимаете? Что же вы хотите? И начинайте, то есть если у вас план, масштаб такой объемный, тогда понимаете, что у вас сразу не получится. Если вы хотите чего-то одного, то, конечно же, достичь там результата будет гораздо быстрее, чем охватить сразу весь спектр ваших желаний. Но здесь только выбирать вам. Я не вправе вам говорить, что вам нужно. У вас множество вариантов, главное, на них осмелиться. Понимаете, я о чем говорю? И да, 20 ноября у нас начинается новый лунный цикл, он у нас в Скорпионе. И здесь, дорогие тельцы, вот сейчас понимаете, да, под каким слоганом у нас пройдет следующий календарный месяц, да, не календарный, а астрономический месяц до 20-21 декабря, когда у нас начнется астрономическая зима, то есть зимнее солнцестояние, когда солнце перейдет в знак Козерога. Понимаете, я о чем говорю, да? То есть у нас 20 ноября Уран в точной оппозиции с Солнцем, с Луной, с ретроградным Меркурием, с Лилит. И совсем скоро туда подойдет еще Венера. То есть в декабре мы будем разбираться со своими финансами, то есть мы их приумножили или нет. При всем при этом напряжении, да, это будут ситуации, которые будут нас из колеи двигать в разные состояния, но при всем при этом здесь потрясающие шедевральные аспекты с Плутоном, с Юпитером, который держит благоприятную обстановку, с Сатурном и с Нептуном. И это все очень классно влияет на тельцов третьей декады 100%. 100%. Поэтому здесь, ребята, если вы будете уповать на Уран и на то, как все оно плохо получается, ребят, получается очень хорошо. Надо просто силу свою рационально использовать. Тельцы второй декады. Ребят, я вам уже сказала, план, масштаб у вас большой. Выбирайте, что вы хотите, или идите сразу ко всему. Если остаетесь на этом уровне, то тогда зимой 26-го и весной результаты будут не такими явными. Понимаете, я о чем говорю, да? Тельцы первой декады, здесь Плутон, ребят, здесь Плутон очень сильно говорит о том вам, что вы сможете. И та же самая недвижимость, и те же самые отношения, и те же самые кризисы, вы через какой-то определенный момент времени скажете спасибо всем тем ситуациям, которые с вами были и заставили вас подняться на новый уровень. Но для этого должно пройти время.
Идем дальше. Про конец ноября сказала. Моменты, если вы хотите вкладываться в какие-то очень сильные вещи, в какие-то очень мощные, сложные вещи, это приземленный. Это я сейчас всем тельцам говорю, да. С 26 ноября у нас распадается оппозиция Юпитера с Плутоном. Остается лишь послевкусие, понимаете, я о чем говорю? У кого-то момент недосовершенных сделок, нерешенных ситуаций. Хочется вам, решите, но хочу сказать, что мы вступаем в декабрь. 4 декабря у нас полнолуние в Близнецах. Нестабильное полнолуние для тельцов. Захочется уйти в неопределенность. Захочется сказать: я устал, я ухожу, мне надоело вот это вот все. Еще в день перед полнолунием Луна будет в соединении с Ураном, да, в Тельце. Вроде как хочется и приземлиться, и цели себе классные в жизни, да, но здесь какое-то чувство неопределенности, будет ощущение, что нервы как-то сдают. Ребята, соберитесь, мы с этим совсем справимся. И да, у нас начинает как раз-таки со второй недели декабря складываться Марс в квадратуре с Сатурном и Нептуном, и он из Стрельца уходит в Козерога. Это история приземленная, это история, которая будет нас ну, как бы настраивать на продуктивные и четкие действия. Очень хорошая приземленная энергия, схожа с тельцовской, да, то есть если вы собрались под финал 2025 года произвести сделки, закрыть определенные финансовые вопросы, очень хорошая история, или наоборот открыть новые, да, то есть очень много посмотрела транзитных карт, я в это лето, да, и аспекты, которые были у многих, у большинства людей, может, конечно, мне так просто попалось в силу моей занятости, да, конец августа и сентябрь – это схожие аспекты, которые ждут нас в декабре. То есть, ребята, плюс-минус, понимаете, это цикличность, да, то есть планеты многие вышли из ретроградного движения, кто-то ушел в ретроградное движение и опять вернется в декабре к тем же самым ситуациям, которые были у нас в конце августа, в сентябре. Понимаете сейчас, о чем я говорю? Поэтому, если у вас ситуации были сложные, то есть напряженные, но нерешимые, это не говорит о том, что не получится. Это говорит о том, что нужно доделать. Нужно доделать, чтобы финал зимой 2026 года был вообще классный, продуктивный, позитивный. Понимаете, я о чем говорю? И да, в декабре у нас история очень, я хочу сказать, что такая, нам нужно доделывать многие свои вопросики. У тельцов второй декады Венера будет стоять на квадратурах кармическим узлам, но вот здесь как раз-таки итоги, да, подвожу, как мы закончим и финальный бой курантов 2025 года у тельцов второй декады. Ребят, вот здесь как раз-таки тот уровень масштаба вашей личности, который вы хотите иметь, и вы к нему идете или нет. Здесь к вам будут приходить финансы или уходить, потому что приход и уход финансов на напряженных аспектах – это, ну, то есть это один и тот же аспект. Если мы напрягаемся, то мы не замечаем тот уход, который от нас отошел в финансах, прибыли начинает приходить больше, и это работает только так, да. В любовных отношениях вы либо расстаетесь, либо вы в этих отношениях решаете те кардинальные вопросы, которые вам казались какие-то супер кардинальные, и они вообще невозможно так дальше жить, то есть здесь нужно что-то решать. То есть это такая история. У тельцов третья декада. Ребята, здесь Уран, нужно договариваться. Уран в оппозиции с Лилит, Меркурий уже не ретроградный. Здесь большие сделки с недвижимостью, договорные отношения. Да, будет меняться окружение, будет меняться ваша жизнь полностью. И я все-таки за то, чтобы вы были готовы, чтобы вы принимали эту историю, потому что здесь покупка недвижимости, любовные отношения, но на это нужно освоиться. То есть изменения в личной жизни, и они позитивны. Но через то, что мы сами, ну, то есть своими страхами разберемся. Тельцы первой декады. Дорогие мои тельцы первой декады, у вас все будет очень хорошо. И с Плутоном все то же самое. Вы переживете все свои кризисы, все свои сложности и трудности. И да, здесь Плутон у нас, скажите мне, в секстиле с Лилит. То есть тельцы первой декады, если вы понимаете, что это всего лишь ваши страхи, то у вас, ребята, реально абсолютно просто все получится и со страхами, и со своими фобиями перебраться. И у нас, да, у нас 20 декабря Лилит меняет знак со Скорпиона, уходит в знак Стрельца. И для
тельцов вообще наступает очень хорошее время, ближайшие 10 месяцев, без каких-либо страх, паник и вот это вот все, понимаете? То есть здесь только идти вперед. Но опять же хочу сказать, конец декабря, Венера в Стрельце становится в квадратуру с Сатурном и Нептуном. И здесь все тельцы, то есть последняя неделя декабря, то есть Венера в соединении с Солнцем, в соединении с Марсом, в Козероге. То есть это приземленность, это четкость, это планомерность. То есть в конце года мы пишем себе четкий план, где мы не доработали осенью 2025 года. Если он честный, если мы с ним идем вперед, тогда у нас новый 2026 год будет на другом уровне. Тогда зима будет не страшна, и мы совсем справимся. То есть мы поднимемся еще на уровень выше. И все, что было в 2025, нам покажется какими-то мелкими недоразумениями. Но, ребята, жизнь заставляет нас расти и на каждом уровне подниматься еще выше. Вот такой гороскоп. Оставляйте свои комментарии в этом видео. Ребята, если у вас остались вопросы, я на них обязательно отвечу. Ну и по классике в конце актуальные ролики. Посмотрите, примите верные решения, если вы их еще не видели. А я желаю вам просто продуктивной, тельцовской, потрясающей, шикарной осень. И я знаю, что у вас все получится. Пока-пока.